Вот она, заключительная часть этого сезона. И уже за следующие 3 недели наша команда может сделать все для того, чтобы этот сезон для нас стал по-настоящему легендарным. Уже менее чем за следующие 3 недели наша команда может выиграть Кубок Испании, Ла Лигу и даже спустя 10 лет выйти в финал Лиги Чемпионов. И за первым трофеем с небольшим мандражиком и огромной верой в нашу команду мы готовы отправляться на Эль Классико в финале Кубка Короля в Севилью. Погнали! В аэропорту Севильи можно встретить вот такие баннеры, но, судя по всему, наши ребята уже постарались. Не самые простые, не самые легкие 7 часов дороги, и мы добрались в сердце Андалусии. Мы находимся в городе Севилья, где уже завтра состоится финал Кубка Испании между Барселоной и Реал Мадрид. И прямо сейчас мы находимся на главной центральной площади этого города. Мы находимся на площади Испании. Пока что фанатов в городе не так много. Я думаю, что основная часть болельщиков в Севилью доберется уже завтра, и завтра этот город превратится в полноценный праздник. Конечно, для нас праздник будет в том случае, если мы завтра победим, в чем я практически не сомневаюсь. Но даже если тьфу-тьфу-тьфу что-то не сложится, то в этом городе будет однозначно праздник футбола. Потому что сюда приезжают просто десятки тысяч болельщиков как с Мадрида, с Барселоны, так и со всего мира. Для меня завтрашний финал будет моим первым финалом вместе с Барселоной, который я посещу лично. И, конечно, хочется верить в то, что все получится и мы заберем этот трофей. Но помимо Кубка Испании, мы также будем надеяться, что в этом сезоне нас будет ждать еще как минимум один финал, который мы с вами ждем уже целых 10 лет. Но футбол будет завтра, а пока что мы находимся в Севилье, и приехав сюда, будет неправильно не показать этот безумно красивый город. Конечно, смотря на такую красоту, может показаться что это исторический центр города, который выстраивался веками. Однако это неправда, и никакой истории здесь практически нет. Этой площади даже нету 100 лет. Эта площадь была построена лишь в 1930 году просто для того, чтобы провести здесь какую-то торговую выставку. А после того, как выставка прошла, осталась эта площадь, и севильцы решили превратить эту площадь в местную и, можно даже сказать, самую главную достопримечательность этого города. Ну вот эти мостики, украшенные такой вот плиточкой, которая напоминает чем-то плитку в Лиссабоне, и этой же плиткой украшено и центральное здание на этой площади, ну, выглядит очень-очень романтично. А также здесь в аренду можно взять лодочку и даже прокатиться по этому каналу. Вот Ламин Ямаль там уже поплыл даже. Ну и, судя по всему, здесь также можно подняться и на второй этаж, вот на эти балкончики. И со второго этажа, вот через такие колонны и вот с такого балкончика открывается вот такой вот вид. Круто, 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 очень круто. И все-таки в Севилью сегодня прилетел поздновато, практически на закате. У нас уже 9 вечера, а еще нужно добираться до наших апартаментов, еще где-то покушать, поэтому сегодня уже буду отдыхать, а все самое интересное покажу уже завтра. Доброе утро, дорогие подписчики! У нас сегодня большой день. День Эль Классико в финале Кубка Короля. И наш день в Севилье начинается на жарком, палящем, горячем солнышке. Сейчас 21 градус тепла, а днем вообще ожидается 27. Пока что мы находимся на крыше нашего отеля с небольшим видом на Севилью. И здесь есть небольшой бассейнчик, где мы сможем охладиться. Водичка, конечно, далеко не самая теплая. Я бы даже сказал, прям холодненькая. Но с утра то, что надо. А теперь идем в наши апартаменты, где я покажу, за что нам пришлось заплатить 680 евро за 3 ночи. И за эти деньги мы получаем апартаменты вот в таком комплексе с такими фонтанчиками, пальмами. И заходим в нашу комнатку. За эти деньги мы получили огромный двухкомнатный апартамент с таким большим диваном, с телевизором, с кухней и, самое главное, со спальней. Вообще,
Я переживал то, что в этот день нужно будет платить просто огромные сумасшедшие деньги, в разы больше, чем мы заплатили. И я к этому готовился, но на самом деле 680 евро за 3 ночи в день матча, это еще очень даже повезло. И снова мы добрались на площадь Испании, и стоит сказать то, что город уже конкретно заполняется в основном нашими фанатами. Вот дорога заняла буквально 10-15 минут к этой площади, и как будто наших фанатов не то что в 2 раза больше, а в раз 5 больше, чем фанатов из Мадрида. А также час назад в Севилью доехал и постоянный гость и главный эксперт нашего канала Артем добрался из Валенсии. Артем, как атмосферка в городе и ожидания от сегодняшнего матча? Да, всем привет. Ожидания от матча. Ты на дикой уверенности, я уже уверен, это понял, да. Но, блин, у меня внутри все равно какие-то есть мысли, что это классика, блин, все что угодно может произойти. Барселона явный фаворит, я думаю, никто с этим сейчас не спорит, даже болельщики Мадрида, но поглядим. Я надеюсь на нашу победу, на то, что мы возьмем очередной трофей. Но, как ты сказал, да, просто город уже заполонен нашими цветами. Болельщиков Мадрида они есть, но их прям явно меньше. Поэтому сегодня Севилья, Синегра на ТВ. Это праздник, это самый настоящий праздник. Люди сидят в барах, пьют пивко, поют наши кричалки. Это феерия. Честно сказать, ничего подобного в своей жизни я еще не видел. Сегодня с самого утра Севилья была в наших цветах, но то, что мы видим сейчас, это абсолютно другой уровень. Сегодня в Севилье только на один стадион идет как минимум 26 тысяч болельщиков Барселоны. И чтобы поместить всех нас, было создано вот такое мероприятие. Добро пожаловать на фан-зону. Здесь будет движуха около 3 часов, и в 19:00 за 3 часа до начала матча всей колонной фанатов мы отправляемся на стадион. Но все самое интересное, судя по всему, находится под этой палаткой. 19:00, чуть менее 3 часов до начала матча, мы покидаем нашу фан-зону и всей вот этой толпой выходим на стадион. Это полное безумие. Олимпийский стадион Ла Картуха. Жди своих чемпионов. И Олимпийский стадион Ла Картуха. Внешне выглядит, конечно, как обычная городская застройка, но давайте уже заходить вовнутрь. Вообще, это должен быть мой вход, 15-й сектор на стадионе, но, честно сказать, вот эта картина мне сильно не нравится. Но я надеюсь, что сейчас все поменяется. Нас проверила security, и вот тот самый волнительный момент входа на стадион. Разделим его вместе с вами. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Олимпийский стадион Ла Картуха. Добро пожаловать. Вот так выглядит наше место. Каждому из нас дали по флажку. Вот так вот он выглядит. Я думаю, что такой флажок мы разыграем с этого финала.
только что на стадион прибыла наша команда. Вот они выходят на разминочку, даже, скорее всего, просто поприветствовать фанатов. И наши фанаты их встречают. Сегодня вот на этой половине будет 26 тысяч наших фанатов, а на обратной стороне приехали наивные ребята из Мадрида. Если честно, я вообще не представляю, на что они рассчитывают, потому что против этих ребят, ну, какие у них могут быть шансы? Месяц назад, когда мы были с Артемом на Сантьяго-Бернабеу и наблюдали за тем, как Реал Мадрид выходит в финал Кубка Испании, мы на самом деле обрадовались, потому что для нас мы поняли, то, что это будет уникальная возможность встретиться с Реал Мадрид при своих болельщиках и наказать за все хорошее эту командочку. И на самом деле Реал Мадрид понимает то, что шансов у них практически никаких нет, поэтому вчерашняя их выходка о том, что они не приехали на этот стадион на предматчевую тренировку и на предматчевую пресс-конференцию, это лишь тактический ход, чтобы надавить на судей и лишний раз поплакать. Поэтому возможно, что многие спорные моменты со стороны судей будут восприниматься в пользу Реал Мадрид, потому что для них это один из немногих шансов сыграть сегодня плюс-минус достойно. Хотя вряд ли у них что-либо получится. А что касается прогноза на этот матч, то в первую очередь я уверен, что у нас сегодня все получится, и мы заберем очередной трофей в этом сезоне. И также я верю, что свой гол забьет Ферран Торрес, и он станет лучшим бомбардиром этого турнира. На разминку выходят наши вратари. Войцех Щесный, и после травмы вернулся Марк-Андре Тер Штеген. Наши ребята встречают. А вот там выходит на разминку состав Реала. Символично то, что и судьи вместе с ними. Вся наша трибуна поет гимн Барселоны, а вот эти мадридские фанатики решили нас позлить и достали флаги Испании. Но кто-то сегодня будет плакать очень-очень громко. А вот так фанаты Барселоны реагируют на гимн Реала. Ну и хорошо то, что мы его с вами не услышим. Ему здесь не место. Вот так начинается этот вечер. Вот такой вот летающий чудик вместе с Кубком Испании. Сегодня он должен попасть в наши надежные сине-гранатовые руки. И вот так объявляют составы команд. Последний. Должен сегодня забивать. Уно! А вот и перформанс от наших ребят. Это легендарно. Это история. Про Тревел пока что говорить рано, но первый шаг к нему мы сегодня обязаны делать. Педри, перевод на Мартена. Мартен в центр. Ферран Торрес. Ферран Торрес. Угловой. И Ямаль. Уйдет. Как же уходит. И еще. Ламин ловит Турас.
Уходит. Ну это желтое, это минимум. Но доходит перевод. Рафинья на фланге. Прострел. Ферран Торрес. Не попадает по мячу. Ну такая желтая, конечно. Он даже желтую карточку не дает. Ямаль на фланге. Обыграет, уйдет. Пробьет! Рядом со штангой. Чуть-чуть. Миллиметры отделяют от первого гола. Атмосфера сегодня, конечно, особенная. Вы все слышите сами. Сразу в атаку. Ямаль на фланге. Будет опасная атака. Ямаль. На Педри! 1-0! Педри Гонсалес! Это Барселона! Это Барселона! 1-0! Начало положено. Педри открывает счет. Педри! Начало положено. Играем дальше. Жерар Мартен, да что у тебя с пасом? Давай, вторым темпом, Ферран Торрес на Рафинью. И Рафинья! Педри идет сам. Дани Ольмо. Опаснейший штрафной зарабатывает. Рафинья и Ферран Торрес у мяча. Рафинья. Навесик. Не замыкаем. Какой шанс был. Свисток на перерыв. Пока что 1-0. Ну, что тут сказать по первому тайму? Отличный первый тайм в исполнении нашей команды. В принципе, этого и стоило ожидать. Но 1-0 как-то скромновато. Поэтому надеюсь, что наши ребята не сбавят обороты. И во втором тайме обязательно забьем еще несколько голов. Vamos, Барса! Погнали, ребята. 45 минут впереди. И вот он, Рафинья на фланге. Прострел. Ямаль на подборе обыграет. Это будет опасно. Удар. Рафинья с Педри комбинируют. Педри. Быстрый пас на Дани Ольмо. Комбинация продолжается. Педри. Бойцы честные. Включается в эту игру. Пришло его время. Йонг на центре. Ямаль, это всегда опасно. Перевод на Рафинью. Бразильский. Идеальный прием и Дани Ольмо. Ну и что, этот бегунок куда-то там бежит. Но Войцех Щенсный. Его так легко не обмануть. Ферран Торрес. Как же цепляется. И какая атака. 3-2 убегаем. Ольмо на Рафинью. Рафинья. Боже, он на ногах там еле стоит. Все спокойно. Там опытный Ниго Мартинес. Да ладно, доходит передачка. Ферранчик, вот это Ферранчик. И Рафинья. Опять в ту же точку. Не попадает.
Все нормально, еще все получится. Уже и Педри ошибается. Ну, Фрэнки, конечно, с огнем играет. Можно было и красную получить, опасный штрафной. Все нормально, сейчас на характере вытянем. Придурки, вы за свои слова еще поплатитесь. Только 70-я минута, клоуны. Енига! Да, вот это, конечно, повороте. Но нормально еще. 13 минут есть. Все получится, все получится. Забросик, Фермин первый на мяче. Идет. Париж до конца, Ла-Масия. Педри на Ямаля. Ямаль, удар! Давай, Ямаль. Пришло твое время. Забросик на Феррана! На Феррана! Последняя минута матча. Рафинья. Возвращается! И это пенальти! 96-я минута! Это фантастика! 96-я минута! Я не верю! Я не верю! Но это чистейший пенальти. А что ты там собрался смотреть? Интересно. Судьи где-то нашли офсайд. Судья дает свисток. Счет 2-2. Будет дополнительное время. Вы просто посмотрите на эту команду. Вот как у нас что-то может не получиться. Все обязательно получится. Фермин Лопес прорывается между двоих. И прострельчик! Рафинья. Ферран в центре. И удар! Еще 15 минут позади, обеим командам очень-очень тяжело, поэтому я думаю, что либо все решит один момент, либо уже все будет решаться в серии после матчевых пенальти. Хороший пасик, Фермин на фланге. И Ферран! Но мне сразу и показалось, что был офсайд. Ой-ой-ой-ой! Как заскинул и Фермин! И Фермин! Рандорес. Заброс на Фермина. Фермин будет первый. Заработали угловой.
рассказывать. Да ладно. Ой-ой-ой-ой! Это фантастика. 5 минут до окончания этого матча. Офсайдик! Офсайдик, ребята! Это Ханси Флик, немецкое качество. Офсайдная ловушка. Я мальчик. Нас от этой победы. Cabrón, saluda al campeón. Madrid, 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 cabrон. Войцех Щенсный у мяча, вся скамейка на ногах.